Здравствуйте. Сейчас я закончила писать вот этот портрет с кошкой. Пока не забыла, расскажу, какие цвета я здесь использовала. В общем-то, здесь сдержанная цветовая гамма, как вы видите. Холодный цвет у меня здесь прусская синяя, или еще говорят железная лазурь. До этого цвета вообще миллион названий. У меня в банке фирмы Мастер-класс и в тюбике фирмы Артеза. Теплый цвет у меня жженая сиена. Постерная краска, похожа на гуашь. Я взяла белила фирмы Royal Talens. Но это не имеет значения, какие брать белила. Титановые белила почти у всех фирм отличные. Хочу показать вам эти цвета в действии и смеси с ними. Итак, у меня есть Артеза в тюбике. С нее начну. Это прусская синяя, довольно-таки светлая, такая больше в зеленую сторону. Далее я беру железную лазурь фирмы Мастер-класс. Посмотрите, это сверху и снизу одинаковые краски, однако та, что внизу более плотная и более холодная. Пробую та, что сверху чуть более жидкая. Как вы видите, прямо она голубая при разбавлении с водой. Ну а теперь к теплому цвету. Жженая сиена, смешанная с лазурью железной. Вот такой какой-то зеленоватый серый оттенок глубокий. Здесь мы видим его теплым. Там лучше сказала бы теплый серый. Здесь я вижу его серым холодным. Однако он такой синий-серый. Ну а дальше продемонстрирую все то же самое с белилами. Начну с теплого. Вот такой замечательный цвет кожи, я бы сказала, получается при разбелении. Здесь звонкий голубой. Смотрим, как отличаются серые в этих смесях сейчас между собой. Смешанные с белилами. Редко я перед началом работы делаю такую выкраску, было бы полезно. Раз уж я говорю об этой работе, покажу материалы, которыми я пользовалась. У меня здесь есть мелки. Neocolor 2 вы видите практически в каждой моей работе. Его я уберу, сейчас покажу другие мелки. Вот это Ститлер. Детские мелки, обычные восковые. Их использую как такую легкую штриховку-лессировку, когда нужно тонкий слой цвета сверху, полупрозрачный. Раз уж говорить обо всем, расскажу про цвет бликов, которые в этой работе. У меня есть такие уже замешанные цвета, светлые. Это белила. Сейчас расскажу, с какими красками вместе. У меня здесь Артеза. Можете брать любой фирмы. Добавляете чуть-чуть в белила. Получаются у вас готовые разбеленные оттенки, которые вы просто из баночки потом используете и не намешиваете на палитре. Ультрамарин с белилами. И третий оттенок, его я здесь не использовала в этой работе, но раз уж я показываю о этих моих замесах, флуоресцентный желтый с белилами. Я не раз говорила, что выкраски вообще мало дают информации, потому что между цветами есть белый лист. Как взаимодействуют эти цвета между собой, можно понять только в самой работе, когда вы кладете одну краску рядом с другой. Я записала процесс этой работы, еще не знаю, хватит ли сил сейчас у меня записать со звуком, или же я просто наложу красивую музыку, и вы увидите процесс. Пришло время прощаться, но это ненадолго, всего на несколько дней. Я показываю 2 раза в неделю видео на YouTube.
Не забудьте меня поддержать лайком, комментарием, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания.